Горящие, полные надежды глаза обычной дворняги смотрели на меня, будто заглядывали в душу. Каждый день я ходила на работу по одной и той же дороге, но не замечала этого пса. Лохматый кобель сидел, перегородив мне путь, будто хотел о чем-то попросить. На его шее был чистый ошейник, да и собака, видно, умная. Явно хозяин занимался ее воспитанием. Обойдя незнакомца, я направилась по своим делам. Пес медленно преследовал меня до самой почты, где я и работала. Каково же было мое удивление, когда этот лохматый великан встретил меня вечером. Он не уходил, ждал. «Ладно, бродяга, так и быть, угощу тебя домашними сосисками», — брякнула я. Пес участливо замахал хвостом и лизнул мне руку. Моя квартирка едва ли могла вместить еще одного квартиранта, но для Барни местечко нашлось. Барни, так я назвала своего преданного друга. Верный пес скрашивал мое одиночество. Он прыгал на задних лапах и радовался как щенок всякий раз, когда видел меня. А я полюбила Барни всей душой. Купала, кормила, ухаживала, будто за собственным ребенком. Но однажды я его чуть не потеряла. В выходной мы прогуливались по знакомому парку, как вдруг какой-то мужчина настойчиво звал моего Барни. Моего. «Халк, ко мне! Где тебя носила, чертова псина?» Разъяренно обращался к собаке незнакомец. Однако незнакомцем был он лишь для меня. Неужели это настоящий хозяин Барни? Вернее, Халка. Нет, только не это, пронеслось в моих мыслях. Кобель медленно и покорно подошел к мужчине, поджав хвост. Получив пару ударов по голове, собака заскулила. «Что вы делаете? Ему же больно». Я не могла оставаться в стороне. «Женщина, вы кто? Идите, куда шли. Я сам разберусь», — последовал резкий ответ грубияна. Он схватил силой собаку за ошейник и потащил в противоположную сторону. Я стояла, как вкопанная, и не верила, что больше не увижу своего Барни. Но пес внезапно извернулся и вырвался из рук мужчины. Куда он убежал, никто не видел. Мне стало легче хотя бы от того, что мой песик не будет страдать от побоев. А может, он и не мой вовсе. Я медленно бродила по парку до позднего вечера, погруженная в грустные мысли. Уличные фонари уже зажглись, освещая дорогу к дому. Подойдя к своему жилищу, я увидела знакомый силуэт. Это был Барни. «Ну что, бродяга, так и быть, угощу тебя домашними сосисками», — сказала я своему беглецу. Радостный песик встал на задние лапы и облизал мое лицо. Больше мы никогда не расставались. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.